Добрый день, уважаемые друзья-майнеры! От лица компании BMiner Group хочу поздравить вас с наступающим 2020 годом белой крысы. Это год халвинга. Ну, если так продлевать логическую цепочку от белой крысы: мышка, компьютер, интернет, блокчейн, ну и, конечно же, биткоин. В общем, надежда живет в нашем сердце. Надеемся на резкий рост биткоина к концу года. А мы встречаем 2020 год новой линейкой установок на 3, 6, 12 и 24 ASIC из линейки S17. Имеется в виду вся линейка, начиная с S17 Pro, E+, T17, ну и так далее. Значит, установочка на 3, 6, вот эта вот установка на 6. Как видите, сейчас она имеет немножко другую конфигурацию. Она в большей степени похожа на промышленную уже установочку на 12 асиков. В свою очередь, установка на 12 асиков практически копирует установку на 24 асика, только поменьше. Вот. Многие наши клиенты покупали установочки на 6 асиков S17 или 8 асиков S9. Тогда была реализована идея как бы встраиваемой мебели в стандартную кухонную мебель. То есть вот 60 ширина, и мы ее встраиваем. Но сейчас 24 киловатта, навряд ли у кого есть такая мощность на кухне, поэтому от этой идеи мы отказались. Ну а от установочек под ASIC S9 мы отказываемся в следующем году. Серийно их не выпускаем. Под заказ, конечно же, сделаем. Небольшие складские остатки у нас остались. Мы их уполовинили практически в цене. Вот, можно их сейчас до Нового года приобрести. Может быть, после чуть-чуть останется. Многие берут их под авалоны. То есть мы меняем им кассету, и они прекрасно, в общем-то, ходят. Ну, наверняка вы видели презентацию прошивки для ASIC S17 на нашем сайте, в наших роликах. Это было сделано в июле этого года. Прошивка, честно говоря, была сыровата, поэтому мы ее не ставили всем клиентам, только крупным клиентам, вот таким, которых вы сейчас можете увидеть на экране. Вот так вот. Так это все выглядит у нас. Вот. Ну, потому что она требовала постоянной доработки. Наши партнеры с МСК проделали огромную работу для того, чтобы реализовать этот проект. Сейчас прошивка имеет, значит, почипную настройку, почипный разгон. Значит, осуществлен автотюн, то есть одним нажатием кнопки вы можете перейти с одного на другой энергетический уровень, и таких уровней много. В дальнейшем будет осуществлена идея автоматического перехода асика с одного энергетического уровня на другой. То есть понятно, да, как только чип перегревается, он тут же уходит, снижает частоту и уходит на низший энергетический уровень, скажем так, меньше потребляет электроэнергии. Что хочу отметить. Вообще, вот эта вся линейка ASIC S17 предъявляет гораздо большие требования к охлаждению. Если мы сравниваем с ASIC S9, у которого было 169 чипов, у этого 144 чипа. При этом S9 в разгоне потреблял 2,6 киловатта, а у этого мы гоним до 4 киловатт. Поэтому нагрузка на один чип примерно, ну, почти вдвое увеличилась. Далее, китайцы немножко тоже стали халтурить, используют не самый совершенный припой, которым крепится радиатор к чипу. Далее, на рынке ходит огромное количество сейчас прошивок, совершенно недопиленных,
Вот. Люди перепрошивают ASIC, ставят его на воздух, ну и как результат все мастерские просто завалены сейчас хэшбордами от ASIC S17, у которых тупо отвалились радиаторы. Поэтому мы рекомендуем, ну, во-первых, не гнать в потолок. В принципе, прошивка позволяет, почипная вот сейчас прошивка, позволяет гнать до 85 и отдельные ASIC даже до 90 терахэш мы гоним. Вот. Но это как повезет. Это вот просто вот реально, если попался какой-то вот идеальный ASIC, так скажем. Я бы остановился на 80 терахэшах. Потребление при этом где-то 3,6-3,8 киловатта. Зависит от температуры в ванне. Это тоже интересное такое наблюдение. Вот те, кто хотят, допустим, делать теплый пол или использовать в радиаторах воду, да, значит, им желательно поднять температуру. Но здесь они будут немножко больше тратить электроэнергии. Вот такая вот зависимость. Ну, что еще сказать? Желательно, конечно, использовать в иммерсионке. Ну, это понятно, совершенно очевидно. Только в иммерсионке можем добиться комфортных условий для работы ASIC. Ну вот давайте посмотрим, что у нас здесь. Значит, ну, например, вот этот вот обновимся. Так, ну вот 82 с хвостиком и температурка вот 81 максимальная. Ну, давайте возьмем вот этот. Вот, ну здесь чуть поменьше, 79, температура та же максимальная. Ну давайте вот этот. Ну вот здесь 84,5, а температура 77. Это очень хороший ASIC. Ну какой-нибудь еще тыкну. Вот этот, к примеру. Тоже 84 средняя. Температура чуть повыше 82. Ну в целом вот очень неплохие результаты показывают у нас ASIC. Какой-то чуть лучше, какой-то чуть хуже. Это зависит уже от качества чипов. А качество чипов зависит от Господа Бога. В заключение, друзья, хочу сообщить, что у нас есть очередной победитель очередного конкурса. Очаровательная девушка Настя. Как вы помните, мы разыгрывали установочку на 6 ASIC S17 за лучший комментарий к видео «Пингвины атакуют ферму». Вот такой вот у нас был ролик. Его удалили с YouTube. Куча юристов за это боролась. Вот. Но, тем не менее, ролик живет. Добрые люди его выкладывают регулярно на Яндексе. Ссылочка будет в описании, вы можете посмотреть. Итак, девушка Настя, вот ее комментарий. Под ним мой ответ Насте на ее комментарий. Ну и вручение приза. А я на этой позитивной ноте с вами прощаюсь. До новых встреч в 2020 году, в году белой крысы. Халвинг вам в помощь, ребята. Биток должен начать расти. На Мавен, удивительный Мавен, вентиляторы Мавена, вот решение проблем. Здравствуйте, Настя. Евгений. Не правда ли замечательная погода сегодня? По чашечке кофе, может быть? Точно. Давно майните, Настя? Почти с самого детства. Ну, тогда вы должны знать, что для запуска S17 вам потребуются эмуляторы. Я так понимаю, что грузить сегодня установку мы с вами не будем. Так что торжественно вручаю. Завтра вышли машину. Чем бы еще вас, Настя, развлечь? Может, сыграем в шахматы? Ну, здесь вы мне даете фору. Я все-таки 55 лет играю. Давайте, может быть, на бильярде? Отличная идея. Выбирайте кий, Настя.
Я вам доверяю, Евгений. Кто разбивает? Первый шаг всегда у мужчины. В логике вам не откажешь. Чтобы меня на моем столе девушка ой, дурят пацаны нашего брата. Ой, дурят.